Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні готую різдвяне австрійське печиво. Воно настільки смачне, що рецепт став популярним в усьому світі. Готується дуже просто, легко, швидко, а виходить дуже-дуже смачно. Ніжно-пісочне, ванильно-горіхове. Перед вами те продукты, которые понадобятся для печенья. Точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Рецепт взяла из книги и решила с вами побыстрее поделиться, чтобы вы приготовили, попробовали и обязательно испекли на Рождество. Сливочное масло должно быть мягкое. Достаньте его заранее из холодильника и согрейте при комнатной температуре. Сахарная пудра. Не советую заменять ее сахаром, даже мелким. И желтки. С ними печенье получается намного вкуснее, чем с яйцом. Муку я разделила, чтобы тесто не замесить плотным. Оно должно быть очень мягким. Здесь 170 грамм, а здесь 40. Вот эту буду умешивать на столе. В первую очередь надо порубить орехи в мелкую крошку. По рецепту должны быть орехи миндаль, но я заменила грецкими, получается с ними тоже очень вкусно. К маслу добавляю хорошую щепотку соли и взбиваю на средней скорости миксера до однородности. Можно до легкой пышности. Если в тесто добавляете ванильный сахар, то высыпайте его сейчас. У меня ванильная паста. Вот теперь просеиваю сюда сахарную пудру. Обязательно просеивайте. Смотрите, как она хватает влагу. Будете долго взбивать, и эти кусочки могут так и остаться. Зачищаю миску, перемешиваю масло с пудрой, чтобы она не поднималась в воздух во время взбивания. И продолжаю взбивать на той же средней скорости миксера. Это тесто можно приготовить и самым обычным венчиком, обойтись без миксера. Но, конечно, понадобится больше времени и больше усилий. Вот такая однородная получается масса, уже даже немного напоминает крем своей консистенцией. Можно добавлять желтки и ванильную пасту. И сюда же один желток. Снова зачищаю стенки. И продолжаю взбивать на той же средней скорости. Как только этот желток хорошо смешается, полностью соединится с маслом, добавлю второй. Не забывайте зачищать миску, так масса взбивается быстрее и получается более однородная. Ну вот так вот и достаточно. Посмотрите, какая она желтая, благодаря желткам и ванильной пасте. Печенье тоже будет желтое, аппетитное. Высыпаю сюда ореховую крошку. Хорошо ее перемешиваю. Обязательно сразу вмешивайте крошку и только потом муку. Так, теперь к этой муке, которая 170 грамм, добавляю разрыхлитель. Вообще в это тесто по рецепту не идет разрыхлитель, но я добавляю совсем чуть-чуть, 1 грамм. Это треть чайной ложки под нож, без горки. Высыпаю все сразу, так как беру ее и так меньше, чем указано в рецепте. Вообще тесто готовится очень просто и быстро. А печенье получается невероятно вкусное. И замешиваю тесто. Сейчас оно должно получиться очень мягким и даже маслянистым. Вот так вот лопаткой его перерезаю. Так быстрее вмешивается мука. И перемешиваю. Проверяю донышко, все поднимаю. Хорошо вмешиваю. Для этого возьмите или деревянную ложку, или такую вот плотную лопатку, чтобы она не гнулась, а хорошо поднимала тесто и вымешивала его. Вот посмотрите, как залипает лопатка. Тесто маслянистое, то, о чем я говорила. Вот такое на данном этапе оно получается. На стол просеиваю ту муку, которую отбирала. Только не всю, немного оставлю, чтобы подпылить сверху тесто. Собрала его в один комок и хорошо зачищаю миску. Выбираю все тесто. Сверху его подпыляю. Сразу все тесто обваливаю в муке и замешиваю. Нежно, не сильно придавливая.
Складываю и только чуть-чуть прижимаю. Собираю всю муку в тесто. Вот такое нежное, мягкое, оно должно получиться. Очень мягкое. Вот посмотрите, если оно будет свисать, то даже оторвется и отпадет. И перед тем, как его разделывать, предварительно надо охладить. Зачищаю коврик. Снова его немного подпыляю. Делю его примерно на 2 равные части и делаю 2 длинненьких прямоугольника. Смотрите, что бы с тестом я ни делала, оно не растрескивается, не крошится, потому что не забито мукой. И в таком виде ставлю в холодильник до тех пор, пока оно застынет. Последите за ним, может быть 2 или 3 часа понадобится, чтобы с ним потом удобно и легче можно было работать. Можете вообще оставить на ночь до следующего дня. Тесто простояло в холодильнике до следующего дня. Хорошо застыло. Подпыляю коврик мукой совсем чуть-чуть. Достаю 1 брусочек, а второй снова можно поставить в холодильник, если оно у вас недостаточно твердое. Не так хорошо застыло. Если местами тесто растрескивается, согрейте его немного руками. Раскатываю в колбаску. Вот такое оно гладкое, эластичное. Нарезаю небольшими кусочками от 14 до 15 грамм. Не подумайте, что это очень хлопотно. Попробуйте, приготовьте и поймете, насколько это просто. Просто и быстро. Главное правильно замесить тесто, не забить его мукой. Тогда с ним очень легко работать. В комментариях как-то писали: не могу раскатать тесто, оно рассыпается, крошится, не держится в куче. Вот это как раз и значит то, что вы его забили мукой, замесили плотным, и при раскатке оно, конечно, будет рассыпаться. И спрашиваете, как это исправить. Песочное тесто исправить уже очень сложно, я бы сказала, даже невозможно, потому что замесить его надо быстро, чтобы не развивать клейковину муки и не затягивать тесто. А если вы его снова будете перемешивать, добавлять сливочное масло, чтобы сделать помягче тесто, но выпечка все равно уже вкусная, рассыпчатая и песочной не получится, из-за того, что вы долго месите тесто. Поэтому сразу старайтесь не переборщить муки. Теперь делаю из этих шариков качалочки. Слегка придавливаю и прокатываю. Их длина, как спичечный коробок, около 5 сантиметров. Складываю друг около дружки и смотрю, чтобы их длина была одинаковая. Еще раз обратите внимание, какое тесто. Гладкое, послушное, эластичное, не растрескивается, не распадается, не крошится. Это говорит о том, что оно было замешано правильно, мягкое, не забито мукой. И теперь с ним очень легко работать. Выпекаю на своем любимом коврике. Снова коврик слегка подпыляю мукой. Сейчас поближе к вам, чтобы лучше было видно. Вот теперь надо кончики слегка подкатать, животик не трогаю, то есть серединку не трогаю. Качалочка должна быть пузатенькая, как батончик. Переношу на листик и здесь же придаю форму. Это полумесяцы, не рогалики, поэтому не придавайте ему форму подковки. И кончики слишком тонкими не делайте, иначе они сгорят. Вот такие они получаются. Расстояние небольшое, так как разрыхлителя здесь совсем немного. Это тесто пролежало на столе, не в холодильнике, пока я разделывала первое. Видно, что оно остается еще плотным, но все равно уже немного согрелось. Слегка прижимая руками, раскатываю в колбаску. Снова нарезаю на кусочки и проверяю вес. В это время уже можно включать духовку, температура 190 градусов. Пусть нагревается. У меня на это уходит около 10-12 минут. А я за это время доделаю печенье. Размер шариков получается чуть меньше, чем грецкий орех. Старайтесь их делать одинаковыми. Это не только для подарка рождественского, а даже для домашнего чаепития.
Они так будут равномерно пропекаться, потому что все печенюшки одинаковые. Не будет такого, что маленькое уже подгорит, а крупное, большое останется светлым и непропеченным. Можно и двумя руками, так намного быстрее. Только единственное, что не придавливайте тесто, не сильно на него давите, а просто прокатывайте, слегка прижимая. Снова делаю кончики потоньше. Вот настолько получается длиннее. И перекладываю. Слишком длинными их не катайте, иначе печенье будет тоненькое, не так красиво и не так вкусно. Вот так вот я их разложила на листике. Расстояние между ними где-то 1,5 сантиметра, не больше. К этому времени нагрелась духовка, сразу же выпекаю. Печенье полностью готово. Выпекалось оно 15 минут при температуре 190 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Не надо ждать желтой однородной колеровки, сверху оно должно оставаться светлым, можно сказать даже беленьким. Подпекаются только кончики и донышко. Теперь дам немного остыть до теплого, чтобы можно было брать в руки, и обваляю в сахарной пудре. И вот так вот подпекается донышко. Ровненькое, такое вот красивое от коврика. Кто на канале первый раз, напомню, это силиконизированный перфорированный коврик для выпечки. Очень хорошо подходит для печенья, пряников и даже дрожжевое тесто на нем тоже выпекаю. И слегка подпекаются кончики. Пудру обязательно просеиваю. Пол-пакета будет достаточно. Высыпаю сюда 2 пакетика ванильного сахара и хорошо перемешиваю. Не переживайте, горчить не будет. Но это печенье называется не только ореховые полумесяцы, а и ванильные. Поэтому и в тесто добавляется ваниль, и в сахарную пудру. Печенье еще теплое. Хорошо обваливаю в сахарной пудре. Снизу и сверху вот так вот просто беру и купаю. Сильно стряхивать не надо. Вы сами поймете, чем больше эта шубка из сахарной пудры, тем вкуснее печенье. На донышко набирается ее достаточно, так как оно в клеточку, шершавое, пудра остается. Сверху совсем тонкий слой. Печенье уложила плотненько. В сито набираю эту пудру, которая осталась, и сверху обильно засыпаю эти, хотела сказать, рогалики, полумесяцы. На донышко ее и так хорошо набралось, а сверху добавлю. И вот в таком вот виде оставляю до полного остывания. Остаток пудры вместе с сахаром вы потом легко используете в любое другое тесто. Печенье получается очень вкусное. Вот, наклоняю его, пудра даже не ссыпается. Хрупкая, нежно-хрустящая, но просто тает во рту. Маленькая, и за ним рука так и тянется, просто невозможно остановиться. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я уверена, что такое печенье вы добавите в наборы, в рождественские подарки. Или приготовите их только из этого печенья. Кулечки, коробочки с красивыми бантиками. Это будет не только красиво, а и очень-очень вкусно. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых таким вкусным домашнім печеньем і приємного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки. А постійним спонсором мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.